Сегодня сериал «Зимняя соната», 2002 год. Авторы сценария Ким Ин Хи, Юн Ин Гён, режиссер Юн Сок Хо в ролях Пэ Йон Джун, Че Джиу, Пак Йон Ха, Пак Соль Ми. К своему стыду я этот сериал никогда не видела, но много слышала о нем и вот решила посмотреть. Сюжет. В какой-то деревушке есть школьные друзья Юджин и Сан Хёк. Девушка видит в парне друга, а парень влюблен в девушку. Но тут появляется новенький Джун Сан, в которого влюбляется Юджин, вот, собственно, любовный треугольник. Но вскоре Джун Сан погибает в автоаварии, а дружба Юджин и Сан Хёка перерастает в нечто большее, чем дружба. Но зрителю понятно, что Юджин не любит Сан Хёка. Но однажды Юджин замечает в толпе парня, странным образом очень похожего на Джун Сана, пытается его догнать, но тщетно. Я почти уверена, что точных двойников не бывает, поэтому, когда я увидела того же актера в роли другого персонажа, я подумала, ну вот, потерял память не иначе. Но оказалось, что это действительно другой человек, который всю жизнь прожил в США, был парнем подруги Юджин и являлся президентом компании, с которой предстояло сотрудничество, компании Юджин. И с этого момента начались качели то в сторону Сан Хёка, то в сторону Мин Хёна. Прошу прощения у фанатов этой дорамы, но смотреть не прокручивая невозможно. Но не будем забывать, что этот сериал один из первых сериалов корейской волны. Но в принципе на сегодняшний день мало что изменилось. Я называю это тянуть кота за хвост. В итоге выяснилось, что Мин Хён и Сан Хёк сводные братья по отцу, и ему действительно стерли память, чтобы избавить его от негативных воспоминаний. Оказывается, он очень страдал, что у него не было отца. Ой, эх, мужчины, если кишка тонка, то сиди возле жены и не рыпайся, а если появился ребенок, то будь ответственен, твое семя страдает. А еще главный герой лишился зрения, но он оказался тем самым Джун Саном, в которого была влюблена и не могла забыть Юджин. Ну что сказать, сводные братья, единоутробные сестры, подпольные дети находятся у известных людей и не очень. Братья, влюбленные в одну девушку, сестры, влюбленные в одного парня. Ситуация тоже довольно часто встречающаяся. Но я смотрела сериал и думала, почему симпатичный актер Пак Йон Ха, сыгравший Сан Хёка, в 2010 году добровольно покинул этот мир. Вроде как были карьерные проблемы, и его отец был болен раком. Возможно, нужны были большие деньги на лечение, которых у него не было. Даже если у тебя много друзей, в такие минуты ты остаешься один. Вообще всегда удивляюсь, как у людей хватает силы духа, чтобы сделать этот последний шаг. Поэтому налет печали отчасти помог мне одолеть 20 серий. Я на ютубе видела трансляцию прощания с Пак Йон Ха, и актер Со Джи Соп все время плакал. Вроде они были друзьями. Может быть, сериал не так уж хорош, особенно с позиции сегодняшних дней, но кому-то в 2002 году было от 18 до 25. И они испытывали чувство влюбленности, поэтому для них это сериал – часть теплых воспоминаний о своей молодости. А молодость – это та часть жизни, по которой мы все тоскуем рано или поздно. И еще на одном моменте хотелось бы остановиться. Мать Джун Сана, заботясь о его душевном равновесии, сделала все, чтобы избавить его от страданий. Ну а Юджин постоянно напоминала, что Мин Хён – это Джун Сан, добилась того, чтобы Мин Хён узнал правду, и в результате подорванное здоровье и опять одни страдания. И в аварию он во второй раз попал, спасая Юджин. Как мы все эгоистичны в любви, только и делаем, что трубим о своих чувствах, переживаниях. А что при этом происходит с объектом любви, нас как-то не особо заботит. Может и заботит, но как-то в меньшей степени, что ли. Симпатичные актеры, слезливый сюжет, жалостливый саундтрек, главный герой страдалец, страдал без отца, страдал в любви. И вот вам дорама, очень популярная в странах Восточной Азии. Мне показалось, что соната уступает лестнице по смотрибельности. Конечно, никто не нуждается в моих советах, но все же хотелось бы больше мини-сериалов. 8-10 серий на один сюжет. Может быть, потом второй и третий сезон в зависимости от рейтинга первого сезона. Идей и сюжетов у корейских авторов более чем достаточно. Конвейер не останавливается. На сегодня все. Всем пока.